Привет, меня зовут Катя Казанчук, это RTVI, и мы в Алеппо, в Сирии. Полтора года назад из Сирии бежал Башар Асад, чья династия правила страной более 50 лет. Повстанцы, практически не встречая сопротивления, взяли страну за 13 дней, выпустили заключенных из тюрем и объявили себя новой властью. Первое, что мы почувствовали после падения Асада – невероятное ощущение свободы. После смены власти появились случаи убийств по религиозному признаку. Людей убивали только потому, что они принадлежали к определенной конфессии. Раньше люди боялись говорить даже дома, сейчас страха нет, разница огромная. Еще вчера во многих странах мира нынешнюю сирийскую администрацию считали террористами, а сегодня со страны, которой управляют бывшие боевики, снимают санкции, а нового президента, вышедшего из Аль-Каиды, приглашают на саммит Большой Семерки. Я не верю, что в ближайшем будущем наступит стабильность. Мы живем надеждой, потому что другого выбора у нас нет. Это наша земля. Мы проехали страну от Дамаска до Идлиба, заглянули туда, куда было возможно и безопасно, и готовы рассказать вам о том, как живет сегодня Сирия. Страна, которая раньше считалась одной из самых процветающих в регионе, и страна, от которой мало что осталось после 14 лет гражданской войны, множественных атак террористов, десятилетий диктатуры и репрессий. Меня арестовали асадовские полицейские из-за надписи на стене. Тогда мне было всего 13 лет. Они избивали меня кабелями. 3 радикала убили прямо у дома моей тети, потому что от них потребовали принять ислам, а те отказались. Я готов целовать руки любому, кто поможет мне вернуться домой. Моя деревня полностью разрушена. Около 90% из нас все еще живут очень бедно. Нам нужно договориться между собой, нужно понять, кто мы такие, как народ. Как выглядит день обычного сирийца? Почему окончание гражданской войны не принесло стабильности? Почему продолжаются нападения, жестокие нападения на меньшинства? И есть ли у современного поколения сирийцев шанс застать свою страну стабильной и процветающей? Меня зовут Байкис, сейчас живу в Дамаске. Я режиссер и преподаю на факультете киноискусства. Здесь прошла большая часть моей жизни, включая годы войны. Мне было около 15-16 лет. Я только начинала понимать, как устроен мир, когда война буквально ворвалась в мою жизнь. Наша семья не понесла больших потерь, но когда мне было 18, погибла моя подруга. Ее убил снаряд. Для меня это стало первым настоящим столкновением со смертью. Я всегда была довольно закрытым человеком и искала способ выразить свои чувства. Сначала начала писать, потом пришла в кино. Каждый раз, когда мне хотелось почувствовать более тесную связь со своей страной, я брала камеру и снимала. Меня зовут Юсуф Аднан Суейдан. Я из района Аль-Арбаин в Дараа. Сейчас у меня нет работы. Ситуация тяжелая. Не хочу говорить, что все совсем безнадежно, но большинству людей очень трудно. Те, кто живет более-менее нормально, как правило, получают помощь от родственников, уехавших в Германию, Турцию, Иорданию и другие страны. У меня таких родственников нет. Никто мне не помогает. Поэтому могу сказать честно, примерно 90% людей живут очень тяжело. Я Адван Бакри из города Тель-Тамер в провинции Хасика. Но я живу в Идлибе. После того, как нас выселили из нашей деревни, я уехал, и мы поселились здесь. В то время, когда вот это здание было обстреляно, я навещал одного человека. Ракета попала в дом, когда этот человек был внутри. Его семья, 11 человек погибли. Это была ракета сирийских воздушных сил ВВС Башара Аль-Асада. Что изменилось для нас после падения Асада, так это то, что мы вернули себе свободу и достоинство. Это единственное изменение, которое мы пережили. Но жизнь осталась прежней или даже стала хуже. Мы страдаем, у нас нет дома. Почему я все еще здесь? Почему я не вернулся в свой родной город? Причина в том, что там теперь нет абсолютно никаких домов.
Честно говоря, мы ожидали, что после падения режима начнется хаос, но этого не произошло. Сейчас спокойно. Если бы здесь было небезопасно, мы бы просто не смогли стоять на улице и записывать это интервью. Вообще, на Ближнем Востоке само понятие безопасности воспринимается иначе. Иногда я чувствую себя абсолютно спокойно. Иногда мне кажется, что Дамаск – один из самых безопасных городов в мире, а иногда приходит тревога. Это очень сложное чувство. Слава богу, сейчас мы живем спокойно. По сравнению с тем, что было раньше, люди действительно чувствуют себя в безопасности. Мы выключили камеры, и в следующую секунду раздались выстрелы. Это был шквальный огонь из автомата. Мы немного испугались, наши сопровождающие сказали: не-не-не, все в порядке, это просто свадьба. Люди так отмечают свадьбу. Но прошло несколько минут. Они подошли к нам и признались, что было совершено нападение. И нам лучше уехать из этого района, куда уже приехала полиция. Возможно, контрабандисты что-то не поделили. А возможно, один человек мстил другому или мстил его семье. Здесь до сих пор распространена кровная месть. И, в принципе, это все, что необходимо знать о стабильности обстановки в Сирии. Сейчас какую часть территории реально контролирует президентская администрация и новая власть? Практически всю Сирию сейчас они контролируют формально, кроме двух больших достаточно и важных регионов. Первое – это провинция Кунейтра, это юго-запад Сирии, которая оккупирована израильскими войсками. И вторая часть, или анклав, это провинция Суэйда. Сегодня официальные власти Сирии формально контролируют больше территорий, чем контролировал Башар Асад. О том, как это вышло и как гражданская война разделила народ по регионам и конфессиям, мы еще поговорим. А пока несколько слов о том, почему контроль новой власти над Сирией мы все еще называем формальным. Нужно понимать, что это лоскутное одеяло, это армия. Она сшита из разных группировок, где вот у меня есть мой командир, я его слушаю. Эта группировка ориентировалась на Саудовскую Аравию когда-то. Эти две на Турцию. Это вообще уйгуры, там, это узбеки. Это там еще кто-то. Эти от ИГИЛ нам достались. И как бы это позволяет западным странам, и не только западным на самом деле, закрывать глаза отчасти, да, на то, что человек выстраивает. Публика сложная. Это человек, за голову которого США еще недавно предлагали награду в $10 миллионов. А на этом фото он уже жмет руку Дональду Трампу. А вот тут Владимиру Путину в Кремле. Российские вооруженные силы не так давно боролись с его группировкой, признанной в России террористической. Это Ахмед аш-Шара, нынешний временный президент Сирии, известный по прозвищу Абу Мухаммед Аль-Джулани. Это имя он взял себе, когда поехал в нулевых годах воевать в Ирак. Дословно Аль-Джулани переводится как «с голландских высот». Имеется в виду Абу Мухаммед с голландских высот. Именно оттуда происходит его семья. Он поехал в Ирак как доброволец, когда туда произошло американское вторжение. Тогда из Сирии Асад, кстати, открыл коридоры и отправил туда большое количество добровольцев. Добровольцы были как арабские националисты, так и исламисты, в том числе радикальные. Вот к какой группе относился Ахмад аш-Шара, сказать сложно. У него же там двоюродный дядя был вице-президентом, у Асада. Джулани провел 5 лет в американских тюрьмах, а освободившись из заключения, вернулся в Сирию. Там как раз разгоралась гражданская война. Если мы подробнее посмотрим на его биографию, то мы увидим прямые связи, в том числе с бывшим лидером, основателем ИГИЛ Абу Бакром аль-Багдади. В 2013 году Абу Бакр аль-Багдади, увидев масштаб изменений в Сирии, решил переименовать исламское государство в Ираке в исламское государство Ирака и Леванта, то есть расширить географию. Но аш-Шара не присягнул ему на верность. Аль-Джулани создал в Сирии исламистскую группировку Джибхат ан-Нусра. Это филиал Аль-Каиды в Сирии. К концу активной фазы гражданской войны ан-Нусра взяла под контроль провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.
разошлась с Аль-Каидой и стала называться Хаят Тахрир аш-Шам. Он избавлялся от влияния Аль-Каиды, теперь ему надо избавляться от влияния части собственных сторонников. Вот в Идлибе он такую политику и проводил, он смог сперва зачистить, в общем-то, это все идлибское поле от радикальных элементов, от тех, кто пытался притянуть Хаташа к Аль-Каиде обратно, да, он их зачистил, он зачистил большинство неподконтрольных, значит, иностранных боевиков, которые там находились. Аль-Джулани превратил свою группировку в армию и весьма эффективно защищал захваченные территории, в том числе от российских и американских военных. Обе страны внесли Хаят Тахрир аш-Шам в списки террористических организаций. В конце 1924 года Хаят Тахрир аш-Шам и ряд других оппозиционных группировок вошли в Дамаск. Столицу Сирии они взяли без боя. Аль-Джулани впервые озвучил свое настоящее имя – Ахмед аш-Шара, и вскоре стал временным президентом Сирии. Он состриг бороду и переоделся в костюмы вместо полевой формы. По сути, переизобрел себя. Впрочем, нет никаких гарантий, что чуть позже он не сменит имидж снова. Именно поэтому, кстати, аш-Шара получил прозвище «Хамелеон». Это одна из главных проблем, потому что очень сложно провести грань между радикальными и нерадикальными исламистами. Вспомните, что в мае, уже ровно год назад, один из факихов, улемов, который ассоциирует себя с ИГИЛ, объявил, это шейх Аль-Магдиси, объявил Ахмеда аш-Шара отступником. В принципе, это черная метка, и настоящий джихадист должен при возможности его убить. Для него не составило труда, как все убедились, изменить свою внешность, укоротить бороду. Но для его подопечных, людей на местах, это не так просто, потому что они годами проходили подготовку, в том числе идеологическую подготовку, которая подразумевала неприемлемость вообще других религий, даже других интерпретаций в рамках ислама. Я родом с сирийского побережья из Латакии. При Асаде я учился в университете, потом работал инженером по специальности. Позже эмигрировал. Сейчас уже много лет живу за пределами Сирии, в США. Но до отъезда вся моя жизнь была связана с Дамаском. Тут я учился, работал инженером и жил. Сейчас приехал увидеть семью. Мне было важно самому понять, что происходит в Сирии и как изменилась жизнь после падения режима. Когда Башар Асад бежал, среди нас царил сильный страх. За прошедшие 14 лет мы видели преступления с обеих сторон. Я не хочу делить людей по религии. Я говорю о тех, кто воевал на стороне режима, и о тех, кто воевал против него. Больше всего люди боялись того, как поведут себя вооруженные группировки. Мы не раз видели нападения на меньшинства, поэтому после падения режима многие ожидали самого худшего. Это Банияс, небольшой прибрежный город в провинции Тартус в Сирии. Он известен цитрусовыми садами, нефтеперерабатывающим заводом, а еще резней. В марте прошлого года здесь и в нескольких десятков других городов и деревень развернулась трагедия. 6 марта 25 года, через 3 месяца после падения Асада, лоялисты прежнего режима атаковали посты новых сил безопасности в Латакии. Погибло несколько военных. Ответный удар оказался несопоставимым. После этого нападения началась масштабная операция. На побережье прибыли подразделения новой сирийской армии, сил безопасности и различные вооруженные формирования, которые заявили, что проводят операцию против сторонников прежнего режима. Но вскоре появились случаи убийств по религиозному признаку. Людей убивали только потому, что они принадлежали к определенной конфессии. Происходили внесудебные казни. За несколько следующих дней погибло около 1500 человек. Пострадали несколько знакомых мне семей. К семье одного мужчины, живущей в Джебле, ворвались в дом, его сына избили, а до дочери сексуально домогались. В некоторых городах, например в Баниясе, в отдельных районах были убиты целые семьи, мужчины и женщины. Некоторых убивали исключительно из-за конфессиональной принадлежности.
Дамасцы, естественно, поддались панике и, в общем-то, бросили туда всех, кого можно, призвали мобилизацию, а туда пошли не только вооруженные формирования, туда пошли все, у кого было оружие или просто кто хотел. Безоружных людей вытаскивали из домов и жестоко убивали. Не просто расстреливали, а иногда буквально вырезали сердца и другие органы. Часть жертв перед смертью заставляли ползать по земле. Некоторым выкалывали глаза. Нередко с жертвами расправлялись на глазах у их жен и детей, а зверства снимали на камеры. Чтобы укрыться от нападений, многим пришлось искать убежище на российских военных базах, расположенных неподалеку. К другим моим знакомым в Тартусе боевики также проникли в дом, украли деньги, золото и машину. Но справедливости ради нужно сказать, что во втором случае силы госбезопасности задержали грабителей. По-разному вела себя, там МВД, то есть участвовал. Кто-то защищал, кто-то не защищал, кто-то опустил руки. Просто говорит, убегайте в поля, мы ничего сделать не можем. Это самое массовое, но далеко не единственное нападение на алавитов. Именно они стали жертвами жестокой расправы 1,5 года назад. Алавиты – это религиозное меньшинство, одна из исламских сект. В Сирии их около 10% населения, менее 2 миллионов человек. Живут они преимущественно тут, в прибрежных провинциях Латакия и Тартус. Именно к алавитам принадлежали Асады. Именно им после декабря 24-го предъявили все накопленные счеты. Кто был во власти, по большому счету? Большая часть была алавитов. Да, была. Кто был в спецслужбах? Это закрытый клуб алавитов. Начиная с 70-х годов, когда к власти пришел Хафиз Асад, режим целенаправленно подвергал алавитов идеологической обработке. Это была, по сути, семейная мафия. Асад пытался сплотить вокруг себя не только родственников, но и представителей всей конфессии. Режим запугивал алавитов угрозой со стороны других сил и ставил их в прямую зависимость от власти. Тем самым он добивался, чтобы они не только защищали режим, но и не видели для себя другого будущего, например, в бизнесе или торговле. Среди знакомых мне алавитов всегда существовало представление, что самый естественный и надежный жизненный путь – устроиться в силовые структуры, обеспечив себе таким образом жилье, машину и в целом будущее. Других вариантов фактически не было. Некоторые деревни алавитские, действительно это было так, во времена Асада шли войной на суннитскую деревню, устраивали там зачистку, убивали всех подряд. Так а люди-то это помнили. А теперь возникла ситуация, когда у нас счет-то есть к ситуации в Сирии времен Башара Асада. Вот это избитое выражение «режим прогнил» можно применить совершенно. Когда у тебя уже вот эти несчастные те же самые алавиты, просто поймите, там идет мобилизация, молодые люди прячутся по домам. А были случаи, когда и 3-й раз мобилизовывали человека. По крайней мере, в одном случае целый город, где жили алавиты, опустел буквально за одну ночь, а его сотни жителей были заменены суннитами. Новые власти проводят ревизию сейчас этого. Они говорят, подождите, в 70-х годах здесь жили сунниты. Их выгнали, а сюда заселили вас, алавитов. Покажите документы. Так это документы от Башара Асада, они недействительны. 48 часов вам отсюда на выезд из этого дома. И некоторые кварталы, они уже пусты. Подобное происходило со многими, в том числе с семьей моей жены. У них есть дом в деревне, который несколько раз пытались захватить. Дома захватывали по всей Сирии, а не только на побережье и не только у алавитов. Некоторые с марта практически не выходят из дома. Я видел таких людей еще на прошлой неделе. Они не считают, что стало безопаснее и не чувствуют никаких улучшений. Многие психологически травмированы. Люди воспринимают каждый выход на улицу как лотерею. Повезет – все обойдется. Не повезет, может случиться что-то плохое. Они боятся, что человек, наделенный властью, воспользуется ею против них по конфессиональному признаку. Это стало ощущаться на коллективном уровне. На побережье подобные случаи больше не повторяются, но люди по-прежнему не могут прийти в себя. Многие алавиты уехали или пытаются это сделать. Новые власти говорили, мы не мстим, мы строим инклюзивное государство. Рождество объявили выходным днем, а Шара публично заверял, что меньшинства, и христиане, и алавиты, и прочие в безопасности. И вот на самой заре его правления случилась эта резня на побережье.
Мы видели видеозаписи, свидетельствующие о причастности сотрудников Министерства обороны и сил госбезопасности к произошедшему на побережье. Есть и свидетельства о том, что сотрудники Министерства обороны помогали людям проникнуть на побережье. Я не утверждаю, что некая преступная власть сознательно пыталась провести этническую чистку, но как минимум можно сказать, что власти допустили эту ситуацию, которая вышла из-под контроля. Мы не знаем, насколько новые власти в тот период вообще могли контролировать ситуацию, но в определенной степени у них была возможность вмешаться. Аш-Шара публично осудил убийство и пообещал расследование. Официальная версия, что командиры приказов не отдавали. Правозащитники эту версию не принимают, потому что без реального уголовного преследования все это просто слова. Никакого геноцида, как там заявлялось, не было. То есть это было массовое убийство, месть, грабеж и так далее. Вот что было на побережье. Никакого серьезного и прозрачного расследования проведено не было. Сразу после событий на побережье звучали похвалы в адрес племен, которые участвовали в нападении. Позднее результаты официального расследования разошлись с другими материалами, включая расследование Рейтер и ООН. Отличались как цифры, так и сама версия произошедшего. Официальный доклад сирийских властей был просто смешон. С точки зрения профессиональных стандартов судебного расследования он не выдерживал никакой критики. При этом значительной реакции в обществе не последовало, потому что никто и не ожидал большего. Государственные СМИ при Башаре Асаде работали таким же образом. Несмотря на нынешний раскол в обществе, все прекрасно понимают, как работают государственные СМИ и знают, что результат будет тем же. До мартовской резни уже фиксировались убийства алавитов. Местные девушки напуганы, потому что десятки алавиток были похищены за последние месяцы. Потом надо вспомнить, как те же самые алавиты свалили статуи Хафиза Асада, которая там на побережье вдоль дороги стояла. Они абсолютно были не за режим. Но кому ты объяснишь, что ты тоже за революцию? Коллективное наказание по географическому или религиозному принципу применяла и династия Асадов. Например, здесь же, в Баниясе, асадовские силы в годы гражданской войны уничтожили десятки мирных суннитов. А Хафиз Асад, отец Башара, его предшественник на посту главы Сирии, известен жесточайшей расправой над собственными гражданами. В 1982 году, после восстания в Хаме, войска Хафиза Асада окружили город и объявили всех его жителей террористами. Авиация и артиллерия бомбили Хаму, а войска расстреливали мужчин. По разным данным, тогда погибло от 20 до 40 тысяч человек. В основном мирные мусульмане-сунниты. Никаких конфликтов с меньшинствами у нас нет. Вот вы сами видели в моем кафе. Я суннит, рядом сидел шиит, наш шеф-повар христианин. Мы спокойно работаем вместе. Можете увидеть, у нас во многих районах стоит мечеть, а рядом с ней церковь, а также вот шиитская мечеть, а рядом с ней суннитская. И нет никаких проблем между ними. То, что сегодня происходит с алавитами, происходит и с представителями других общин, и с другими меньшинствами. Более того, страдают не только меньшинства. Вся страна переживает тяжелый кризис. Сегодня огромная часть населения Сирии просто не может позволить себе нормально питаться. Средняя зарплата обычного работника около 150-200 долларов в месяц. Если снимать жилье, то для жизни нужно примерно 400-600 долларов в месяц. Где-то в плане экономики есть небольшие улучшения после смены власти, но многие люди, наоборот, потеряли доход. Много предприятий и фабрик остановились, они были ориентированы на местное производство, а теперь рынок заполнили импортные товары. Из-за этого некоторые остались без работы. После 14 лет войны последнее, чего я хочу, это находиться в лагере для беженцев. Но я предпочитаю жить в этом лагере, в подземелье, в убежище. И вот почему. Жизнь стала очень тяжелая, очень дорогая. Самая низкая арендная плата здесь, в Идлибе, 250 долларов. Небольшой городок Маалюля в горах близ Дамаска практически единственное место на земле, где по-прежнему говорят на арамейском языке, на языке, на котором говорил Иисус Христос. 2/3 жителей Маалюля – христиане, их примерно поровну православных и католиков. Еще 1/3 жителей – это мусульмане-сунниты.
Меня зовут Фадуа Эль-Люмей. Я из Маалюли. Работаю в доме при католической церкви Святого Саркиса. Эта церковь была построена 1790 лет назад. Мы в Маалюле говорим на арамейском языке, как языке нации, языке наших предков. Мы с самых ранних лет изучаем арамейский. Можешь меня научить какую-нибудь хорошую фразу сказать на арамейском, сделать тебе комплимент? Бог с тобой. Алло еб. Алло еб. Аммах. Аммах. Алло еб аймах. Браво. Правильно. Браво. Раньше в Маалюлю до гражданской войны приезжало примерно 200 тысяч посетителей каждый год, чтобы насладиться старыми храмами, посетить пещеры, в которых жили первые христиане. Жили эти туристы и паломники в отелях вроде отеля «Сафир». Но гражданская война все поменяла, и отель «Сафир» выглядит теперь как-то вот так. Христиане до войны, можно сказать, жили хорошо. Мы считаем, что предыдущий режим защищал меньшинство, включая христиан. У большинства были машины, работа и средства к существованию. Туристы давали нам возможность держать город в порядке, и жителям это приносило очень много денег. Особенно много было европейцев. Конечно, приезжали и сирийцы, и ливанцы. Вообще сюда ехали буквально со всех концов света. В начале 2013 года, когда уже шла война, было похищено более 20 христианских юношей. Их похищали, а затем отпускали. И цикл похищения и освобождения продолжался. Похитили и моего брата, его не было 53 дня. Нам пришлось заплатить выкуп в размере $10 тысяч, чтобы его освободить. Но настоящий страх начал охватывать христиан с того момента, как в 2013-м армия Асада отошла из горного района. Предлогом было то, что у армии скоро закончатся припасы и дороги будут перекрыты снегом. В сентябре 2013-го боевики Джабхат ан-Нуср, будущий Хаят Тахрир аш-Шам, прорвались в город. Смертник террорист взорвал машину прямо у пропускного пункта асадовской армии. Боевики вошли в город, заняли этот отель и стали обстреливать лежащий внизу город. Я до сих пор помню эту дату. 7 сентября его святейшество Папа Римский попросил нас молиться за Сирию и за мир. 7 сентября произошло вторжение в Маалюлю. Моего брата застрелили. Радикалы ушли в горы и начали стрелять по христианским кварталам. Мой брат был у себя дома в момент убийства, у него было оружие, это правда. Но он имел законное право защищать свою землю и честь. И он был убит в своем доме. Когда началась война, я была ребенком. Я увидела, когда мы вернулись, что в этой церкви все было сгоревшим и разрушенным. Иконы были сгоревшими, украденными, разбитыми, в том числе древние, старинные иконы, возрастом более 700 лет. 6 молодых людей были похищены, 3 из них были убиты, когда похитители потребовали выкуп, который семьи отказались платить. Этих молодых людей, включая моего двоюродного брата, убили. Друга моего двоюродного брата убили, ему сказали: «Ты должен принять ислам сейчас, чтобы избежать смерти». Он сказал: «Я родился в христианской вере, и я умру как христианин». Они его убили. К сожалению, между так называемой сирийской армией Башара Асада и так называемым фронтом Аль-Нусра существовала предварительная договоренность. Когда сирийская армия хотела вмешаться, ей дали пшеницу и приказали не вмешиваться из-за малого числа жертв. В то время Барак Обама хотел нанести удар по Сирии 8 сентября. Мы понимаем, что город Маалюля был продан, и другой христианский город, Сейдная, тоже. Все мировые державы поддерживали так называемых повстанцев. И когда они стали убивать христиан, режим мог сказать: «Посмотрите на этих людей, которых вы поддерживаете, как они убивали христиан». После этого была сильная негативная реакция в отношении фронта Нусра. Маалюлю освобождали и захватывали дважды. В декабре 2013 во время второго захвата боевики Джабхат ан-Нуср забрали отсюда, из православного монастыря Святой Феклы, нескольких монахинь и послушниц. Сам монастырь разграбили, иконы жгли, резали, топтали. Монахини провели в плену около 100 дней. Их освободили при посредничестве Катара. Это была довольно широко освещавшаяся в СМИ история. Поэтому сегодня монахини с нами говорить отказались. Говорят, они уже устали от телевидения. В 2024 году, по имеющимся у нас статистическим данным, церковь, музей и монастырь посещали от 3 до 4 тысяч россиян. Поскольку туризма не было, монастырь фактически жил за счет российских туристов, и многие люди жили за счет российских туристов. Тут даже был один русский мужчина, который хотел жениться на девушке из Маалюли. Как вы думаете, почему я был рад, когда увидел вас? Потому что я давно не видел русских.
Русские привозили гуманитарную помощь долгое время, они помогали только православным церквям. Был забавный случай, когда Министерство обороны России помогло православному монастырю Святой Фёклы, установив солнечные батареи и аккумуляторы. Католики стали спрашивать: «Здорово, а когда мы получим такую помощь?» Русские ответили: «Скоро». Мы пошутили, что если не будет помощи, мы повесим украинский флаг на католический монастырь. Но Россия нас бросила, мы не знаем, почему Россия это сделала, особенно учитывая, что она была крупнейшим сторонником режима Асада. В Маалюле осталось всего 250 христианских семей из 800. Когда к власти пришли Хаят Тахрир аш-Шам в 24 году, они стали брать под управление процессы в городе. Они стали открыто произносить «Аллах Акбар», стали угрожать христианским юношам, которые тогда составляли местное ополчение. Некоторые семьи уехали в Дамаск и не вернулись из-за страха. 26 декабря 24 года, сразу после смены власти, произошел инцидент. Наши братья-мусульмане в третий раз напали на христианские земли, и 26 числа один мужчина-христианин взял с собой сына и видеокамеру и стал записывать видео, ввязываясь в драки. Он говорил, что у нас тут идут столкновения. По дороге он подхватил молодых людей, и завязалась не просто драка, а перестрелка. Тут же стали писать громкие заголовки: «Христиане Маалюли убивают мусульман», и на Маалюлю пошли в атаку более 2000 вооруженных людей. В другом христианском городе, Сейдная, были немного более серьезные проблемы. Там подвергались преследованию монахини. И представьте, среди христиан-жителей Сейдная есть такие деятели, которые участвуют в военных вылазках, делают съемки, например, а потом составляют отчеты вроде «я убил такого-то, я убил такого-то». Естественно, в ответ могут прийти другие вооруженные люди в поисках того или иного человека. Сегодня я не чувствую себя в безопасности, хотя Маалюля относительно спокойно, и все же страх ощутим из-за того, что экстремистская идеология начинает расти. На главном дамасском рынке, на самом старом дамасском рынке сук Аль-Хамидия, сейчас в пятничный полдень полиции едва ли не больше, чем покупателей. Из интересного, что можно найти на рынке сук Аль-Хамидия, например, носки с лицом Башара Асада. Это считается довольно оскорбительным, когда твое лицо надевают на ногу. И, например, кроме, понятное дело, сирийских флагов, флаги других государств, и среди них, кстати, российского нет. Зато есть флаги Аль-Каиды, продающиеся в качестве сувениров, и огромное количество исламских флагов. Вот таких, белых с черной шахадой. Шахада «нет Бога, кроме Аллаха» — это главное свидетельство веры в исламе. Такой флаг использует, например, афганский Талибан. В Сирии же, которая пока еще по закону считается светской страной, эти флаги нередко можно заметить на центральных площадях, особенно в таких консервативных городах, как Идлиб или Дараа. Скажем, для северных регионов, таких как Алеппо, Идлиб, этот флаг не вызывает каких-то страшных ассоциаций, но здесь, в светском Дамаске, это многие, конечно, связывают с аль-каидовским прошлым Ашара и тех людей, которые его окружают. Есть люди, которые говорят, что это исламский флаг. В Маалюле на одном из домов висит такой же. Они гордятся тем, что вывесили этот флаг. Они считают, что так правильно. Что можно тут чувствовать? Вот такая ситуация, такая реальность. Я предпочитаю жить в реальности, на реальной земле. В Маалюле сейчас спокойно. Уже где-то 8-9 месяцев не происходило никаких опасных событий. Как часто Ашара припоминают его прошлое и связи с Аль-Каидой? Публично, в общем, это не принято обсуждать, потому что люди, в том числе, опасаются за свою безопасность, но в частных беседах, как я встречал, например, там поднимают этот вопрос и прямым текстом вам могут сказать, что Ашара плоть от плоти Аль-Каида, согласно результатам опроса компании «Арабский барометр» в конце прошлого года, ему сейчас доверяют больше половины населения Сирии. Очень интересные процессы пошли буквально с первых месяцев вот этой новой власти. Начали изменять и школьные, и университетские программы. Значит, убрали про эволюцию мозга. Какая эволюция мозга? Аллах создал мозг вот таким. Люди, которые сейчас управляют различными сферами и в образовании, и в администрации, они заканчивали там исламские университеты, они заканчивали турецкие университеты. Четко понятно, что 5-10 лет это будет другое общество. Опасения, что страна движется к исламизации, были почти у всех. Но лично мне не кажется, что Сирия станет религиозным государством. Раньше люди просто не могли свободно обсуждать такие темы. Теперь они хотят открыто говорить о том, кто они, во что верят, чем отличаются
отличаются друг от друга. И это, на мой взгляд, нормально. Чтобы научиться жить вместе, нам сначала нужно лучше узнать друг друга, а не делать вид, будто между нами вообще нет различий. Выступал один из судей из Верховного суда, и он говорил о том, что на самом деле сейчас разница между законами прежнего режима и нынешнего составляет где-то примерно 10%. 10% законов они собираются поменять и применить их к нормам шариата. Есть группы просветителей, даже русскоговорящих, которые ходят по улицам и одевают девушек сразу в никаб. И навязывают вот эти нормы. На официальном уровне нет этого требования. На официальном нет. Объявлено это все-таки о толерантности. Но это не работает, потому что взрывы в церквях и нападения и убийства никто не отменял. 2 июля 2026 раздался взрыв в кафе в самом центре Дамаска. Погибло 10 человек. Спустя несколько дней произошло еще 2 взрыва неподалеку от отеля Four Seasons. Там на время своего визита в Дамаск остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Ответственность за эти атаки не взяла на себя ни одна группировка. Годом ранее террорист-смертник ИГИЛ совершил взрыв в греко-православной церкви Дамаска. Этот теракт унес жизни 30 человек. В декабре 2025-го в результате взрыва в алавитской мечети Хомса погибли 8 человек. Эту атаку совершила группировка Сарая Ансар ас-Суна. Состоит она из бывших боевиков Хаят Тахрир аш-Шам, отделившихся от материнской организации уже после прихода Ахмеда аш-Шара к власти в Дамаске. И это лишь малая часть атак, которые по-прежнему сотрясают Сирию. До тех пор, пока в Сирии сохраняются спящие ячейки исламского государства, до тех пор, пока непонятно, насколько эта власть утвердилась и насколько она устойчива, я думаю, более серьезных, более сложных экономических проектах пока говорить очень рано. Сирии нужно примерно $300 миллиардов для восстановления. И если не будет восстановления, будет трудно вернуть все к тому состоянию, в котором оно было до кризиса и революции, потому что предыдущий режим все разрушил. До падения режима электричества практически не было. Люди пользовались генераторами и альтернативными источниками энергии. Сейчас электричество появилось, но вместе с ним пришли и счета. Проблема в том, что доходы людей этим счетам не соответствуют. Мне, как владельцу кафе, приходит счет примерно на 1 миллион сирийских фунтов за 2 месяца. А за этот же период я зарабатываю всего 2-3 миллиона. Для многих такие расходы стали серьезной нагрузкой. Мы превратились из этого разъеденного, коррумпированного, псевдосоциалистического режима в нелиберальную, но капиталистическую режимную систему. Однако поток капитала еще не начался. Иронично, что Сирия осталась одной из немногих стран Ближнего Востока, по которой не прокатилась война с Ираном. И Сирия даже от этого немного выиграла. Она стала сухопутным мостом для своих соседей после того, как ходить через Ормузский пролив стало небезопасно. Например, Ирак уже начал транспортировать нефть по сирийской земле и возит ее в том числе сюда, на НПЗ, в порту Банияса. Пока мы ехали до Банияса, мы видели, как бензовозки растянулись буквально на 30 и даже больше километров вдоль всей дороги от самого Тартуса до Банияса. Пользуясь случаем, Сирия обсуждает со своими новыми партнерами восстановление старых нефти- и газопроводов и строительство новых. Джарамана – крупный торговый центр. Здесь работают тысячи магазинов. Но большинство семей испытывают те же финансовые трудности, что и остальная Сирия. Меня зовут Рабия Мундер. Я гражданский и политический активист из города Джарамана. Я принадлежу к друзской общине. Друзы живут в Джарамане уже около 1000 лет.
По разным оценкам, в Сирии проживает около 750 тысяч друзов. Около 450 тысяч живут в провинции Сувейда. Еще примерно 300 тысяч в 32 населенных пунктах вокруг Дамаска, включая Джараману. Небольшие друзские общины есть также в провинции Идлиб. Между друзами существуют очень тесные связи. Большинство семей в Джарамане имеют родственников в Сувейде. Эти связи не ограничиваются Сирией. Они существуют и с друзами в Ливане, Израиле, на Голландских высотах и в Иордании. У друзов есть свои вооруженные формирования, и Сувейду контролируют именно они. Здесь же, в Джарамане, власть формально у правительства. На улице тут еще недавно патрулировали в том числе друзские бригады. Между ними и силовиками не обошлось без столкновений. А столкновения не обошлись без жертв среди гражданских. Это как тлеющие угли под пеплом. Достаточно небольшой искры, чтобы снова вспыхнул пожар. В феврале друз убил сотрудника Министерства обороны. На мой взгляд, это было обычное уголовное преступление, которое следовало расследовать как уголовное дело. Но вместо этого ситуацию быстро перевели в политическую плоскость. Город оказался фактически в блокаде. Вторая волна насилия началась после публикации фальшивого видеоролика, который распространился в социальных сетях. В нем якобы оскорбляли пророка Мухаммеда. После этого против нашей общины началась масштабная кампания ненависти, но нам удалось договориться. Было подписано соглашение, после которого в обеспечении безопасности начали участвовать сами жители Джараманы. Сегодня в подразделениях общественной безопасности служат около 450 местных жителей. В прошлом году друзы столкнулись с бедуинскими ополченцами в провинции Сувейда. Правительство Ашара решило ввести войска, якобы чтобы подавить конфликт. В итоге члены правительственных сил и близкие к ним группировки казнили десятки безоружных друзов в провинции Сувейда. Еще сотни людей погибли в результате вооруженных столкновений. То, что произошло, это прежде всего политический кризис, а не религиозный конфликт. Между руководством друзской общины во главе с шейхом Хикматом Аль-Хиджри и новыми властями не удалось достичь политического соглашения. Конечно, существовали и старые локальные конфликты между бедуинскими племенами и друзами. Они существуют уже много десятилетий, если не столетий, но раньше подобные проблемы удавалось решать традиционными способами, через старейшин и посредников. На этот раз власти решили действовать силовым путем. Была предпринята попытка установить контроль над провинцией военной операцией. Именно это, на мой взгляд, стало большой ошибкой. Мне кажется, проблема заключается в том, что новые власти до сих пор не готовы к настоящему участию всех сирийских общин в управлении страной. После этого построить взаимное доверие стало гораздо сложнее. Достичь той Сирии, о которой мы мечтали в начале 2025 года, теперь будет намного труднее. С ноября прошлого года снабжение провинции Сувейда постепенно восстановилось. Переходное правительство обеспечивает регион электричеством на приемлемом уровне. Самая большая проблема – безопасность на дорогах. Многие жители Сувейда боятся ехать в Дамаск. Например, людям, которым необходимо лечение, иногда приходится отказываться от поездки. Есть и другой пример. В этом году около 11 тысяч школьников из Сувейды не смогли сдать государственные экзамены в обычном порядке. Но помимо интересов друзов, бедуинов, правительства и прочих вооруженных группировок, есть еще интересы Израиля. Тот якобы защищает друзское меньшинство от нападений, наносит авиаудары по Дамаску, в том числе по президентскому дворцу. В принципе, нынешние власти Сирии вообще делают вид, что они Израиль не замечают. Тот ползучим образом захватывает территорию по-прежнему, там деревня за деревней. Никакой реакции. Это, конечно, вызывает и возмущение у населения. И тут все понятно, потому что конечный хозяин всей этой организации, которая сейчас правит Сирией, это США. Через Турцию и на деньги Катара. Схема достаточно простая, поэтому они ни слова не скажут поперек Израиля. Новые сирийские власти заменили и старые деньги. Вот так, например, выглядела старая валюта номиналом 2000 фунтов. Здесь изображен Башар Асад. Вот так выглядит новая валюта номиналом в 500 сирийских фунтов. Здесь и на других новых валютах изображены разные растения. Еще из интересного, в Сирии провели деноминацию. Из старой купюры убрали 2 нуля. Теперь 2000 старых сирийских фунтов равняются 20 новым. И с большой помпой провели первый за 15 лет платеж по банковской карте. В
мае 26 года сирийский министр телекоммуникаций в окружении журналистов приложил свою карточку к терминалу, и произошла оплата. Но, видимо, платежи по банковской карте работают только для особых случаев, потому что мы, как и все остальные простые смертные, ходим здесь с наличкой. Банковские карты не работают. За $100 вам сегодня дадут примерно 14,5-15 тысяч сирийских фунтов. Но курс валют по-прежнему нестабилен, и в Сирии очень высокая инфляция. Мы нашли в центре Дамаска банкоматы, но нам объяснили, что существуют они только по одной причине, потому что сотрудники государственного сектора получают зарплату на банковские аккаунты. Потом они идут к банкоматам вроде этих, снимают свои деньги с банковской карты и платят наличкой, потому что нигде здесь не принимают оплату по банковской карте. Тут же по соседству стоит ливанский банк, на нем написано «Ахли Траст Банк». И как нам тут тоже объяснили, никакого траст тут нет, никто банкам не доверяет. То, что была Сирия в 2010 году, она экспортировала зерно, белое мясо. Достаток было у нее нефти. И как многие русские говорили, что это была песенкой. Песенкой, да. Но не удержали ее. Я родился и вырос в Дамаске. Когда началась революция, я учился в университете. Но я был довольно близок к крайним событиям и жестокости режима в Сирии. Потому что у меня есть родственники в Дараа, так что я был на земле и мог знать, что происходило на самом деле. Это небольшой город Дараа на юге Сирии, близ границы с Иорданией. В 2011 году в марте на стенах вот этой школы, школа была разрушена в годы войны и теперь заново отстраивается, буквально вот на этой стене, появилась надпись «Настало твое время, доктор». К тому моменту по арабскому миру уже катилась арабская весна. В некоторых странах она привела к реформам, а в некоторых – к свержению правительства. «Настало твое время, доктор» – это обращение к Башару Асаду. Он действительно был доктором, лечил катаракту в Англии. Но это было до того, как его решили сделать президентом. Башар – средний сын Хафиза Асада. Хафиз был одним из лидеров светской социалистической партии Баас, которая закрепилась во власти после серии переворотов еще в 1960-х годах. Хафиз устранил всех конкурентов и с 70-х годов стал фактически единоличным правителем. В принципе, это была власть спецслужб. Для большинства населения это была стабильность, потому что до этого были сплошные перевороты. Президенты менялись вот так. Но их это все устраивало. Люди делали карьеры. Он арестовал даже своих соратников. Началась перестройка армии по принципу личной преданности. Неугодных офицеров постепенно отстраняли, а их места занимали люди, полностью лояльные режиму. В основном это был социализм. Очень много там дотаций. Доллар стоил 50 лир. Начиная с 60-х годов активно развивалась инфраструктура, промышленность. Очень были хорошие связи с западными странами и, в первую очередь, бизнес-связи. Наследником Хафиза должен был стать его старший сын Басиль. К этому посту он давно готовился и сделал военную карьеру, в отличие от своего среднего брата, который в Великобритании разъезжал по научным конференциям. Но в январе 1994-го Басиль на скорости в 200 км в час вылетел с автострады на своем Мерседесе и разбился насмерть. Через 6 лет умер и глава государства Хафиз. На выборах в 2000 году с результатом выше 97% победил средний сын Хафиза Башар. Его имя было единственным в бюллетене. Поначалу Башар вроде неплохо справлялся. В Сирии расцвела так называемая «Дамасская весна». Он выпустил некоторых политзаключенных, разрешил обсуждать политику, допустил частные газеты. Это был очень серьезный шаг для страны, где инакомыслие каралось тюрьмой или кровной местью. Но этот аттракцион невиданной демократии закончился буквально через несколько месяцев. Старые силовики быстро объяснили молодому правителю, что так он упустит ситуацию из-под контроля. И Асад, подобно своему отцу, развернул репрессии. Богатые становились богаче, а бедные становились беднее. При Башаре Асаде это происходило быстрее, чем при Хафизе Асаде. Жестокость режима становилась хуже, и цензура ухудшалась. Свободы слова не было. Когда эту надпись на стене школы в Дараа нашли, школьников арестовали. И в СМИ вы найдете историю о том, что арестовали тех самых школьников, которые написали эту надпись на стене «Настало твое время, доктор». Но когда мы приехали в Дараа, нам рассказали совершенно другую историю.
В 2011 году меня арестовали из-за надписи «Настало твое время, доктор». Тогда мне было всего 13 лет, и я учился в 7 классе. На стене рядом с этой надписью было написано мое имя. Меня пытали, пока я не признался, что сделал эту надпись, хотя я даже не понимал смысла этой надписи. Под пытками я оговорил своих друзей. На самом деле никто из них не имел к этой надписи никакого отношения. Но мне казалось, что если я назову какие-то имена, пытки прекратятся. Через 2 года появился мужчина, который публично заявил, что именно он сделал знаменитую надпись. Эту историю быстро подхватили СМИ и соцсети. Это неправда. Автор до сих пор неизвестен. Меня арестовали, заявив, что я причастен к надписи «Настало твое время, доктор». Честно говоря, я вообще не понимал, за что меня забирают. Следователи сказали, что один из моих друзей уже дал показания, будто я предоставил ребятам мотоцикл, чтобы они ездили и писали лозунги. Но я этого не делал. Это свидетельство было выбито под пытками. Многие погибли под пытками. Был метод призрака, когда человека подвешивали на колесе, ломали ему позвоночник стулом и наносили случайные удары по телу, лицу и шее. Нас поднимали на высоту ладони от земли, чего мы не могли вынести, всего на полчаса. Затем нас возвращали на место, давали немного отдохнуть и возобновляли пытки. Все зависело от того, признаешься ты или нет. Мы постоянно меняли показания. Под пытками говорили, что виновны, потом, когда нас снимали, снова говорили, что ничего не делали. Вскоре меня этапировали в печально известный палестинский филиал в Дамаске. На входе там была надпись «Входящий, пропавший без вести, выходящий, заново родившийся». Тогда я даже не понимал, что означает эта фраза. В камере пыток мне сломали позвоночник. До сих пор из-за этой травмы я не могу работать. Родные обращались ко всем, кому только могли. Ходили к губернатору, к руководителям силовых структур. Потом уже рассказывали, что им якобы сказали: забудьте о своих детях, лучше рожайте новых. Именно в этой мечети Аль-Джама Аль-Мария в Дараа началась первая демонстрация протестующих. Они собрались на пятничную молитву, а после этого вышли с митингом. Вообще в первые месяцы главным требованием было освободить заключенных, уволить губернаторов и упразднить тайную полицию. Но чем больше времени проходило и чем жестче реагировали силы Асада на такие митинги, тем более радикальными становились эти требования. Когда в конце концов Башар Асад уволил губернатора и освободил школьников, людям этого было уже недостаточно. Они требовали от Башара, чтобы он сам ушел в отставку. Вот эта надпись на стелле говорит о том, что Дараа – это колыбель революции. Там даже написана дата – март 2011 года. Честнее будет сказать, что Дараа – это колыбель не революции, а гражданской войны. Той самой гражданской войны, которая за последующие практически 14 лет унесла жизни более чем 500 000 человек. После выхода из тюрьмы я стал участвовать в демонстрациях, потом начал писать антиправительственные лозунги на стенах, позже вступил в ряды свободной сирийской армии. Никаких исламистов поначалу не было. Против Башара Асада выступили его же граждане и бывшие сторонники, некогда готовившие его к президентскому посту. И что еще важнее, его же военные. Бойцы сирийской арабской армии стали массово дезертировать и присоединяться к протестам. Многие из них составили ряды оппозиционной свободной сирийской армии. Со временем в нее вступили и гражданские лица, и радикалы. Да и вообще разница между так называемой умеренной оппозицией и исламистами чем дальше, тем больше размывалась. Одни перетекали в других и обратно. Вскоре гражданская война превратилась в борьбу всех против всех. Если кратко и очень упрощенно, то основные силы были следующими. На звание главной светской оппозиционной силы претендовала свободная сирийская армия. Оружие она получала из Ливана через контрабандистов, но оплатили поставки Саудовская Аравия и Катар. К спонсированию группировок подключались и США, и европейские страны, и арабские. Часто эти оппозиционные группировки воевали еще и друг с другом. Асад боролся с ними тоже не в одиночку. На его стороне, кроме собственной армии, были иранские деньги, ливанская Хизбалла и иранские прокси из Ирака и Афганистана.
Мой отец погиб в 2018 году. Он погиб здесь, в Дараа, во время одного из последних авиаударов после так называемых соглашений о перемирии. После этого вся семья переехала в Германию. Прямо по этой улице в Дараа в 2014 году проходила линия фронта. С этой стороны располагались силы свободной сирийской армии, а вот с той стороны располагались силы Асада. Здесь, на этом месте, была мечеть, в которой укрывались около 300 человек. Когда силы Башара Асада сбросили на эту мечеть бочковые бомбы, прятавшиеся здесь люди погибли. Я уехал в начале 2012 года из Сирии в Лондон, изучал политэкономию, но я потерял членов своей семьи. Они были похищены или убиты режимом и его союзными силами. Если взять первый отрезок этой гражданской войны, 2011 год, когда все началось, Асада ведь поддерживали очень многие. Богатые сунниты поддерживают Асада. Просто это все тянулось. Асад решил сделать все кровавее. И в итоге туда еще добавился вот этот вот салафитский, джихадистский фактор. В 2011-м в Сирию вернулся Аль-Джулани и вскоре создал на ее территории группировку Джибхат ан-Нусра. Из Ирака в Сирию пришло исламское государство. Оно захватило треть страны и объявило халифат со столицей в Ракке. В самый критический момент Асад контролировал не более 15% территории собственной страны. Алавиты, шииты и сунниты, вот разделение прямо такое жесткое, произошло после начала гражданской войны. Та и другая сторона, им было это выгодно. Все вот эти исламистские, по большей части это салафиты, они таким образом привлекали со всего мира. То есть они же это все вовне транслировали. И вот приезжали с Северного Кавказа, приезжали из Дагестана, из Чечни, из Ингушетии, из Татарстана, узбеков много, уйгуры. А Башару Асаду это было выгодно, потому что ему нужно было показать меньшинствам, что, смотрите, сунниты-то озверели, они же все террористы. Против ИГИЛ воевали все. И Асад, и оппозиция, и западная коалиция во главе с США, и курды, которые внесли решающий вклад в разгром исламского государства в Ираке, и, конечно, Россия. В 2015-го в войну вступили российские воздушно-космические силы и ЧВК Вагнера. На следующий год весь мир облетели фотографии из освобожденной от ИГИЛ древней Пальмиры. Защищать город от боевиков пришлось дважды. При этом каждая из воюющих против ИГИЛ сил обязательно воевала с кем-то еще. США официально говорили, что пришли только бить ИГИЛ, но параллельно снабжали оппозицию против Асада. Турция вводила собственные войска на север Сирии и поддерживала исламистские группировки. В 2017-м при поддержке Турции появилась Сирийская национальная армия. Та боролась и с Асадом, и с курдами, а еще защищала интересы Анкары. От оппозиции также отделились курды, которые позже основали сирийские демократические силы на северо-востоке. Снабжали их в основном американцы. В 2016-м курды провозгласили автономную администрацию Северной и Восточной Сирии. А на юге Израиль еще с прошлого века контролирует Голландские высоты. Израильские силы наносили удары по иранским позициям и по Хизбалле на территории Сирии. В 2020-му война по факту была заморожена. Сирию поделили на зоны влияния. Башар Асад контролировал 2/3 страны. Курдские силы занимали позиции на северо-востоке. Протурецкие формирования закрепились на некоторых территориях на севере. А Хаят Тахрир аш-Шам, бывшая Джибхат ан-Нусра во главе с Аль-Джулани, осталась здесь, в провинции Идлиб на севере Сирии. Именно отсюда, из Идлиба, и началось то самое наступление, которое за 13 дней смело Башара Асада. Я склоняюсь к тому, что Асад понимал, что конец его режиму, поэтому он просто со своей супругой пытался как можно больше заработать денег, да, чтобы потом куда-то все это вывести. Он начал, по большому счету, еще более зажимать еще и свой собственный народ. Он стал высасывать из него соки. В 2011 году там какой-нибудь майор получал около $300, а в 2000, просто представьте, к 2024 году $20 человек получает. Что происходит? На всех постах поборы. Есть и другая версия, что просто политик был абсолютно недальновидный, вообще ничем не занимался и бросил все на самотек. И есть третий вариант, что действительно кто-то, может, и пытался, даже, может, Асад что-то пытался сделать, но сама система настолько оказалась деградировавшей, да, то есть, что уже ничего изменить нельзя. России что нужно было? Поменять Асада? Сместить его?
Тогда возник бы конфликт с Ираном. Они гонят через Сирию Хизбалле оружие. Тут нет правых и виноватых. Тут каждый пытается соблюдать какие-то свои интересы, да? Представьте себе, люди в Инстаграме видят, что происходит в Идлибе. Там, где сидят эти самые салафиты-джихадисты. И смотрят они, да блин, стиральная машинка $200-300 стоит. Машина Corolla 2011 года стоит в нормальном состоянии $1500-2000. А у нас $40 000 стоит такая машина. Это Вадья. Он с нами работает как наш фиксер и переводчик здесь, в Сирии. Ты был одним из тех людей, который нас здесь довольно долго и аккуратно отговаривал ехать в Идлиб. Почему ты это делал? Идлиб был основной, скажем так, основной сборный пункт для джихадистов, и в том числе иностранных джихадистов. Но вы сами своими глазами видели, что до сих пор там находятся чеченские боевики. И как только один из них нас увидел, он собрал вокруг себя все друзей и просто наблюдали за нас. У нас было сопровождение моего источника, у нас было сопровождение от правительства. И они потом меня сообщили, что был момент пару недель назад именно с чеченскими джихадистами. И насколько меня объяснили, что собрали эти джихадисты, и они им сказали, если вы не будете культурно себя вести, мягко сказать, у вас есть один выбор – вернуться в Россию. Если напрямую сказать, как я думаю, что будет с ними, я думаю, что от них избавиться. В СМИ Идлиб часто называли, да и называют альтернативной Сирией. Эта провинция, правда, довольно сильно отличается. В первую очередь именно потому, что Аль-Джулани и хотел сделать ее альтернативной Сирией, когда гражданская война в своей активной фазе закончилась. Например, в Идлибе вы не встретите женщин с непокрытыми головами, на нас тут смотрят как на пришельцев. Очень многие женщины носят не просто хиджаб, но никаб. Идлиб очень сильно разрушен. В первую очередь ударами асадовской артиллерии и российской авиации. А еще в Идлибе гораздо более богато выглядящие дома, те, что не разрушены, и гораздо более чистые улицы. Там очень серьезное присутствие Турции, которая во многом занимается этими восстановительными работами. Там практически все расплачиваются турецкими лирами. Задача была в идлибский период представить это как альтернативу режиму Асада. Когда в западных центральных изданиях появились статьи, это абсолютная заказуха была, о том, что сформировано правительство спасения, что они становятся белыми и пушистыми. Уровень жизни там отличался от территорий, тогда еще подконтрольных Асаду, тем, что там было проведено электричество благодаря Турции, что там был интернет, что там работала мобильная связь. Он привлек офицеров бывшей сирийской армии, которые преподавали, открыл военный колледж в Идлибе, то есть превратил вот эти разрозненные формирования в настоящую армию, которую не было у Асада. Но эта экономика сама по себе не функционировала, она имела постоянно внешний источник ресурсов. Да, они там какие-то налоги ввели, поборы, но это часто приводило к столкновениям с местным населением, которые совсем не нравились методы сбора с них денег. Я помню, когда я тогда в ООН работал, и меня начальство спрашивает, как ты думаешь, а турки надолго зашли? У них была операция «Оливковая ветвь». Я говорю, а что вы меня спрашиваете? В открытых источниках опубликовано, что турецкая энергетическая компания с местными советами самоуправления заключили контракт о снабжении на 10 лет. И, например, когда в конце ноября 2024 года началось наступление Хаят Тахрир аш-Шам и союзников, они пришли в Алеппо, и первым делом они провели электричество. И одного этого было достаточно, чтобы завоевать симпатии всей остальной Сирии. Еще другой момент. Эмиссары вот этой организации пошли к епископу Эфраму и сказали, скоро будет Рождество, вас не будут притеснять, празднуйте. Но эти два
основных фактора, которые, в общем-то, моральную силу сопротивления, даже если бы оно было, полностью сломало. Я уже был в Сирии в день революции 8 декабря. Мы даже не могли представить, что такое возможно. Казалось, что подобное никогда не случится. Но, слава богу, все изменилось. Я был в Вильнюсе в Литве и открывал кинофестиваль. И в один момент я включил телефон и увидел все уведомления, которые приходили. И я был буквально приклеен к телефону на протяжении всего фестиваля. Я постоянно смотрел новости, и когда повстанцы дошли до Дараа, до Хамы, я забронировал рейс и приехал в Дамаск. Я прибыл 10 декабря. Это трудно выразить словами. Это массовая эйфория такой степени, что уже не понимаешь, что происходит. Абсолютное блаженство. Первое, что сделали повстанцы, войдя в города, открыли тюрьмы. Из камер выходили люди, которых родные не видели годами. Но кто-то до этого дня не дожил. Как, например, Мазен Хамада. Он один из самых известных узников асадовских тюрем. Человек, который рассказал об этих тюрьмах всему миру и которого система убила за несколько дней до своего конца. Нас в семье было 9 братьев, и Мазен был самым младшим. С самого начала протестов в нашем родном городе Дейр-эс-Зоре Мазен занимался информационной работой. Спецслужбы устроили засаду, и Мазена арестовали. Любого гражданского активиста тогда автоматически объявляли террористом. Им предъявили обвинение в хранении оружия. Следователь спросил Мазена, какое оружие ты использовал. Несмотря на страшные пытки, он ответил, моим оружием была камера. Мазена подвергали чудовищным пыткам. В какой-то момент состояние стало настолько тяжелым, что его перевели в военный госпиталь. На самом деле это была настоящая человеческая бойня. Он рассказывал, что первое потрясение пережил, когда пошел в туалет. Открыл двери, и на него буквально упали 2 человеческих тела. Мазена удалось освободить из заключения в 2013-м. Он уехал из страны и стал рассказывать о пережитом насилии. Жил в Европе, выступал перед Конгрессом США. Надеялся, что это поможет остановить войну и репрессии. Но этого не случилось. Сирийские спецслужбы продолжали внимательно следить за ним, даже когда он уже жил в Европе. Постепенно они стали склонять его к возвращению в Сирию. Ему пообещали, если ты вернешься в Сирию, мы освободим твоих родственников. Конечно, сейчас понятно, что это была ловушка. Мазена Хамаду поместили в печально известную тюрьму Сейдная. По некоторым оценкам, с 2011 по 2020 год там было убито около 30 тысяч человек. Больше, чем в любом другом месте. Примерно за 10 дней до падения режима ночью пришли врач и 8 охранников во главе с офицером. Они открыли дверь камеры Мазена и начали жестоко его избивать. В ночь, когда повстанцы вошли в Дамаск, я смотрел телевизор. Мне на телефон пришло сообщение. В нем были 2 фотографии. Фотография Мазена и еще одна, для опознания. На его лице были следы сильнейших ударов. Его жестоко избили. У него были сломаны обе руки, сломан нос и многочисленные повреждения по всему телу. Похороны Мазена превратились в массовую акцию. Когда мы вышли на улицу, нас уже ждали люди. Собралось примерно 500-700 человек. Мы понесли Мазена на плечах. Мы кричали «Своей кровью мы заплатили за свободу!». Мы поняли, что прощаются не только с Мазеном, а со всеми жертвами сирийских тюрьм. Именно тогда я почувствовал, что его жертва не была напрасной. Я очень хорошо помню момент, когда впервые после смены власти подняла камеру на улице. Это было во время похорон Мазена Хамады. Атмосфера была очень тяжелой. Одновременно огромное горе и невероятная радость от того, что мы наконец можем открыто снимать происходящее. Даже СМИ сейчас изменились. Теперь по телевидению можно увидеть критику, можно услышать, что хорошие решения называют хорошими, а плохие – плохими. Раньше такого практически не было. Можно открыто высказывать свое мнение, критиковать решения властей, если считаешь их неправильными. За это никто не преследует. Попробуйте зайти в интернет, вы увидите, как люди, которые были в рядах ополчения или армии, становятся мишенью. Иногда им даже приказывают закрыть свои дома и предприятия. В прошлом году было много убитых на побережье, и это замалчивалось. Где следственные комитеты? Нынешний режим поддерживается всеми странами и совершал массовые убийства.
Мы хотим, чтобы Сирия развивалась. И я бы даже хотел, чтобы Сирия была похожа на Германию или Москву, на любую цивилизованную страну. В Алеппо в районе Ашрафия мы совершенно случайно увидели аптеку, которая так и называется – аптека Ларисы Якуниной. Это наше место еще до войны. 15 лет точно уже аптека открыта, она на мое имя. Расскажите немного про ваш магазин. Я так понимаю, это ваш основной источник заработка. Есть еще мужа земли, оливковые деревья. А вы сами как вообще в Сирии оказались? Мы в Самаре учились в институте, в университете медицинском. И мы долго с ним дружили, мы 7 лет с ним дружили. То есть кто кого куда перетянет. Кто куда перетянет. И перетянул он, мы приехали сюда. И мы как-то не общались, у нас не было WhatsApp-группы. WhatsApp-группы не было. В WhatsApp? У нас WhatsApp, Восточные славяне называется. Моя подруга знакомая. Говорит, есть у нас такая группа, ты хочешь общаться с ними? Я говорю, какие-то у нас проблемы или новости какие-то, и что-то случилось, или проблема с водой, или с электричеством. Мы там разговариваем, просто как-то, чтобы ни одни не теряться как-то. У нас были общие праздники, мы Новый год отмечали. Вот 2-3 года назад, пока вот начали серьезно как-то вот заходить, когда новые оппозиции, да. И вот уже 2 года мы сидим дома, только переписываемся. А, вы больше не встречаетесь с русскоязычным сообществом? Это не очень безопасно? Ну, не пробовали. До прошлого года было небезопасно, до прошлого года, потому что вот когда позиция стояла в следующем районе, были посты, и непонятно, как отнесутся бородатые люди. Вид некрасивый, как говорится. И как-то мы побоялись встречаться. А так с девчонками иногда по квартирам, как говорится, по домам, бывает, встречаемся. Мы нашли один из немногих русских флагов, который до сих пор можно увидеть в Дамаске. Вот тут на заборе около русского дома. Еще один русский флаг можно увидеть разве что на российском посольстве. К слову, про русский дом в Дамаске. Он был закрыт практически 1,5 года к этому моменту. Его закрыли весной 25 года после смены власти. Сейчас Россия и Сирия объявили, что они собираются открыть русский дом снова, и глава Россотрудничества Игорь Чайка даже собирается сюда приехать на открытие. Что интересно, в Сирии немало людей, которые хотели бы учиться в российских университетах. Россия официально заявила, что на одно место в российском вузе претендуют сразу 25 сирийцев. По всей Сирии вы найдете немало людей, у которых есть свои причины не любить русских, россиян. Вы посмотрите на это их глазами, да, а не глазами там откуда-то белого человека. Очевидно, их бомбил кто? Это Асад и российские. И Россия. Да. Вот, а теперь они власть. Вот представьте себе ситуацию. Взаимоотношения между Россией и Сирией, она полезная для обеих сторон. Аш-Шара и его армия нуждаются в России, потому что у них оружие либо современного Советского Союза, либо более или менее российское современное. Чтобы перейти полностью на натовское вооружение, это требует много времени, требует много денег. Что с российскими базами? По крайней мере, по задумке сирийских властей, должны превратиться в совместные центры. Аш-Шара проявила здесь последовательность, жесткость и последовательность, когда Нидерланды прямым текстом министр иностранных дел заявил, что мы не снимем санкции Сирии, заблокируем там в Евросоюзе, если российские базы не будут выведены. И в Германии звучали призывы. Аш-Шара сказала, что мы сами решаем вопрос с Россией. Военно-морской базы нет, это пункт обслуживания. Это очень уже сейчас шаткое положение имеет эта точка, поскольку и флот выведен, она просто уязвима технически. И весь порт Тартус, в принципе, в лизинг собирается взять крупнейший эмиратский холдинг. База военно-воздушная, она сейчас открыта тоже абсолютно для воздействия извне, к сожалению, и только на договоренностях существует. И она нужна, в принципе, России сейчас только как перевалочный пункт для работы в Африке, поскольку просто груженные самолеты транспортные не в состоянии без дозаправки долететь до точки назначения в Африке. Россия на самом деле сейчас делает все правильно. Они заявили, и Лавров, и Захарова заявили, что эти базы могут стать гуманитарными хабами в регионе, что Россия может действительно использовать для гуманитарную помощь,
что Россия действительно может помочь в сектор электроэнергии, который сильно пострадал. Я считаю, что обе лидеры нашли общий язык. Конечно, остается вопрос Асад. Да, тут много сирийцев говорят, дайте нам обратно Асада. И то, что мы знаем, что Ашара и его министр иностранных дел Ашивани каждый раз, когда побывали в Москве, попросили передать Асад. Но Россия отказалась. Сейчас, насколько я знаю, уже Россия активно возит топливо в Сирию и стала чуть ли не единственным поставщиком, таким главным, самым, До наверное. этого же был Иран в основном. Да, до этого был Иран, да. Сирию некоторые, особенно соседи, пытаются оставить в виде несостоявшегося государства. Ну, соседи, я прямо скажу, это Израиль. Поэтому здесь Россия для него имеет значение. Не Турция имеет значение, не США имеет значение. Действительно, им это удалось добиться, в общем-то, в Совете Безопасности ООН и Россия, и Соединенные Штаты по сирийскому кейсу голосуют одинаково. Только Китай воздержался. Ашара, которого условно можно назвать человеком близким к Западу, это для многих победа. Например, для Соединенных Штатов, которые, как известно, имели с ним тесные контакты задолго до крушения режима Асада. Например, многие в Сирии знают, что не без его участия была осуществлена операция, кстати, в провинции Идлиб по ликвидации Аль-Багдади. В начале 2026 года США объявили о выводе своих войск с территории Сирии. Более 10 лет ключевым союзником Штатов здесь были сирийские демократические силы, то есть курды. Курдами в январе этого года, то есть с их автономией, было покончено за пару дней, поскольку спонсор США их просто слили. Это курдский район Аш-Шарафия. До смены правительства здесь до 90% населения были именно курдами. Но после смены правительства они стали отсюда уезжать из-за столкновений с правительственными силами. Курды проживают в основном в Турции, в Ираке, в Иране и на территории Сирии. И долгое время воевали за свою независимость. Но все эти попытки отвоевать себе государство были подавлены. В Сирии времен Хафиза и Башара Асада курды были гражданами, второго сорта. У них не было представительства ни в парламенте, ни в правительстве. Их язык был запрещен. И только после начала гражданской войны Башару Асаду де-факто пришлось признать, но не де-юре, что курды автономны. Их поддерживали американцы. В районы проживания курдов армия Асада в годы гражданской войны и после завершения ее активной фазы особенно не сувалась. Но там были российские и американские патрули. Курды при этом продавали нефть, которая добывается в районах их проживания на северо-востоке страны, и Асаду, и Турции, с которой у курдов совсем плохие отношения, и России, и Америки, и вообще деньги не пахнут. Сейчас, буквально несколько месяцев назад, после столкновений на северо-востоке, курды и правительственные войска решили объединиться. Американская армия покинула территорию Сирии, по сути, у курдов просто не осталось выбора. Когда была бомбежка Афри, это районный центр курдов, это было 8 лет назад, да? Мы приехали сюда, вот у нас же раньше Африн дорога закрыта была, были перекрыты дороги. Особенно пострадала деревня его родителей. Там поставили военную точку. Его родители дома стерты, понимаешь, бульдозером стерты. Вот, остались только земли, вот эти оливки и могилки. Турецкая база там у нас в деревне, совсем древний почти убрали наш дома. Там база устроили и поставили. А мы сейчас езжаем в деревню, со своей землей смотрим и обратно сюда в Халяб или в Африн себе домой. Вы как сами относитесь к тому, что сейчас вот курды объединились, по крайней мере, формально с правительственными войсками? Конечно, уже нам надоела эта война вообще. Мы хотим жить, чтобы наши дети учились, наши дети спокойно жили. Хотим, чтобы курды с руководством что-то общались, контракт поставили. Конечно, мы хотим, чтобы у курдов свои способности были, понимаешь? Для многих участников курдского сопротивления интеграция в структуры, по сути, вчерашних исламистов, аль-каидовцев, это неприемлемо. Но сказать, что вот эта интеграция в военном плане произошла, тоже пока не приходится. Скорее, это совместное управление, например, КПП, какими-то ключевыми объектами типа
тюрем, судов. Война очень сильно поменяла людей. Сирийцы пострадали не только из-за разрушений и гибели близких. Огромной травмой стала и массовая эмиграция. Да, некоторые эмигранты возвращаются, но далеко не все готовы остаться. Многие приезжают, чтобы увидеть родных, посмотреть, что изменилось, а затем снова уезжают. Поэтому последствия войны ощущаются буквально во всем. Понимаете, там куча неадекватных людей, которые травмированы войной, наркотиками, жестокостью, идеологией. Молодежь выросла в состоянии войны. При Асаде Сирия превратилась в крупнейшего в мире экспортера наркотика под названием каптагон. Это небольшая желтоватая таблетка из класса амфетаминов. Под каптагоном не хочется спать, не чувствуешь усталости, притупляется страх, зашкаливает агрессия. Именно поэтому его называют наркотиком джихада. Мозговым центром сирийской наркоимперии была 4-я танковая дивизия. Ею командовал Махер Асад, младший брат президента, а спонсировал его дивизию Иран. Проблема с каптагоном в Сирии стала особенно серьезной после взрыва в порту Бейрута, потому что для Хизбаллы ранее это был основной путь экспорта. Когда произошел тот самый взрыв в 2020-м, проиранская ливанская группировка нашла альтернативный путь – через Сирию. Вдумайтесь в цифры. За 2020 год за границей было изъято сирийских таблеток каптагона на общую сумму почти $3 миллиарда. В то же время легально Сирия за год экспортировала товары на сумму всего лишь $860 миллионов. На наркотрафике сирийская элита зарабатывала в разы лучше, чем на легальном экспорте. Новая власть объявила войну каптагону и ликвидировала десятки складов. Но история на этом не закончилась. Часть тех же людей, которые ранее делали каптагон при Асаде и экспортировали его через Сирию, оказалась в рядах Национальной гвардии Сувейды. Расследователи пишут, что в Сувейде даже в периоды очередного столкновения друзских кланов и бедуинских племен и те, и другие продолжают сотрудничество в сбыте наркотиков. Ну, сами понимаете, деньги не пахнут. В том числе поэтому, скажем, Иордания периодически проводит операции на юге Сирии. Это пока еще не искоренимая проблема, но арабские монархии залива уже вздохнули, потому что прежде это была просто одна из серьезнейших проблем, когда чуть ли не в каждой партии апельсин или яблок обнаруживали этот каптагон в ящиках. В Сирии и при Асаде, к сожалению, процветало тоже похищение людей, но в основном на органы продавали. И это международная сеть, в которую Сирия включена была, и никуда это не делось, я думаю. И также и через Идлиб, и через Ливан это все дело до сих пор процветает. До еще захвата всей Сирии в Идлибе и существует. Там торгуют рабами. В основном женщинами, девушками. Это люди со средневековым сознанием. Они пришли и рассматривают Сирию как военную добычу. Сейчас страх продолжается, да, у нас нет настоящей безопасности. Мы все время чувствуем себя в страхе, как будто все время живем перед глазами волков, которые в любой момент могут на нас напасть. Ведь среди нас живут не только юноши, но и девушки, женщины, и их выход на улицу — это всегда страх, они всегда под прицелом. Для меня безопасность — это не только отсутствие угрозы физической расправы. Не менее важно чувствовать, что ты живешь среди людей, которые принимают тебя. Переходный период должен быть максимально инклюзивным. Все политические и общественные силы должны участвовать в строительстве новой Сирии. Иначе чувство отчуждения сохранится. Если переходный период провалится, страну ждет новая гражданская война, и никто не сможет предсказать, насколько катастрофическими окажутся ее последствия. То, что в нынешнем переходном правительстве, скажем, есть одна женщина, она же единственная представительница христиан, это то, что, мягко говоря, не очень нравится представителям новой власти на местах. Я могу ошибаться, но, насколько я понимаю, представители меньшинств в правительстве, в кабинете министров занимают, как правило, такие не связанные с силовыми структурами органы. Очень социальные, очень гражданские структуры. Именно так. И это касается не только представителей меньшинств, это касается союзников Хаят Тахрир аш-Шам, например, Национальная сирийская армия, которая плечом к плечу вместе с Хаят Тахрир аш-Шам участвовала в победоносном марше в конце ноября, начале декабря 2024 года. Они тоже сейчас находятся только на вторых ролях и, мягко говоря,
не в восторге от своего положения. Но при этом Ашара в мае произвел небольшие кадровые перестановки. Он снял с должностей своих братьев. Алавиты лишь формально представлены во власти, как в министерствах, так и в парламенте. Прежде всего, никаких выборов не проводилось. Мы сомневаемся в легитимности этой власти и не понимаем, на каком основании она считает этих людей представителями той или иной общины или части населения страны. При этом в Тартусе алавитов массово увольняли с рядовых должностей в государственных учреждениях. Если алавиты не представлены даже среди работников государственных учреждений, то реального представительства во власти у них, разумеется, тоже не будет. Те очки, которые одевают люди, когда смотрят на Сирию. Эти очки, они показывают Сирию не с правильной стороны. И мы сейчас, кажется, на 7-м этаже в гостинице «Семирамис» сидим. Я вам сейчас вот показал людей вот внизу. Я вам у вас спросил, а кто эти люди? Они вот по-вашему, они сейчас из какой конфессии? Я не смогла ответить. Вы не смогли, это правильно. Нельзя смотреть на сторону только этими очками. Нужно строить государство, основанное на гражданстве, а не на принадлежности к той или иной общине. Права должны быть одинаковыми для всех сирийцев. Только так можно преодолеть существующий раскол. Я бы хотел, конечно, увидеть восстановление христианского паломничества в Сирии, чтобы люди снова приезжали, чтобы нам снова научиться жить, как, например, лев и газель на одной территории. Когда лев не нападает на газель, а газель его не боится. Дай бог, мы достигнем такого понимания внутри себя. Другого выбора у нас нет. Если мы перестанем надеяться, значит проиграли. Сирия пережила слишком много трагедий. Теперь нам нужно научиться жить вместе. Нам прежде всего нужно договориться между собой. Нужно понять, кто мы такие как народ, что нас объединяет, какую общую историю мы хотим рассказать самим себе и какой хотим видеть нашу страну в будущем. Без этого невозможно двигаться вперед. На мой взгляд, в стране нет абсолютно никакого будущего в стабильности. Я целую ваши руки, я целую вашу голову. Отвезите меня обратно в мой город. Я хочу вернуться. Клянусь, я очень хочу вернуться в свой город. Я очень хочу вернуться на свою землю. Я счастлив и в то же время несчастлив тут. Проведя неделю в Сирии, я сделала для себя следующий вывод. Вы с ним не обязаны соглашаться, это просто мое мнение. Мне кажется, что эта страна заслуживает лучшего. И это лучшее может твориться только после того, как сирийцы искренне сделают выбор не в пользу справедливости, а в пользу милосердия. Потому что в этой стране справедливость веками, при разных правителях, творилась через насилие. Как мы все знаем, насилие порождает только большее насилие. И только если мы оборвем этот порочный круг, призраки прошлого смогут найти свой покой.